Добро пожаловать на канал Кругосветка с Третьяковой. Сегодня я в городе, где парковка стоит 380 рублей в час, а каждый житель в день выпивает литр кофе. Открою вам тайны названий московских улиц. Знаете, как появилась Пятницкая и в честь какой пятницы она названа? А какая это улица? Пятницкая. Какая улица в Москве самая короткая и где можно вкусно поесть без толпы туристов? Китайскую, итальянскую, грузинскую, какую угодно. Идти шагать по Москве – огромное удовольствие в любое время года и в любую погоду. Замоскворечье – один из самых живописных районов столицы. Но так было не всегда. Не поверите, но когда-то жить здесь было опасно и совсем не престижно. Сейчас расскажу почему. Одна из главных и старейших улиц Замоскворечья – Пятницкая. На Пятницкой разместились приятные кафе и ресторанчики. Еще сохранились здания 18-19 веков, есть и постарше. Это дом-контора купцов Варгиных. В 1857 году здесь жил Лев Толстой. Он тогда только вернулся из Севастополя, в обороне которого принимал участие. В этом доме была написана повесть «Казаки». А это колокольня церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи. Ее трудно не заметить. Эта улица появилась в конце 15 века. Она была частью Старомосковской дороги, которая вела на юг в сторону Рязани, Тулы и Серпухова. Трудно поверить, что когда-то эта часть Москвы считалась непрестижной. Здесь жили в основном торговцы и ремесленники. Пятницкую постоянно затапливало во время паводка, и сюда добирались орды кочевников. Казалось бы, до Кремля отсюда подать рукой, но Замоскворечье оставалось небезопасным районом до тех самых пор, пока здесь не разместились стрелецкие полки. В 1698 году случился стрелецкий бунт. После его подавления Петр I приказал расформировать стрелецкие полки, а здание на Пятницкой улице передал купцам из Китай-города. Если быть точной, изначально Пятницкая проходила там, где и сейчас Новокузнецкая, но город менялся, постепенно приобретая свой нынешний облик. Знаете название улицы Пятницкая, откуда произошло? Нет. Наверное, это пошло издревле. Никто уже не вспомнит. Ну, вообще-то, а какая это улица? Пятницкая. Нет, не знаю. Не знаете? Ничего страшного, сейчас все расскажу. Если заглянуть в один из двориков на улице Пятницкой, то можно найти ответ на вопрос, откуда же произошло название Пятницкая. Вот она, икона святой Проскевы Пятницы. Великомученица жила в III веке в Малой Азии. Ее родители долго не могли иметь детей и соблюдали строгий пост в пятницу, день, когда был распят Иисус Христос. На Руси святую очень почитали. А это Болгария, Софийская Малая Святая Гора, деревушка Брезе с храмом в честь Проскевы Пятницы. Когда мы туда добрались, местные жители как раз праздновали День святых апостолов Петра и Павла. Совершалось подношение у каменного обручного креста или обряд курбан. Когда Болгарию завоевали османы, православные богослужения люди совершали в горах, у каменных крестов. Такой крест символизирует престол Господень. В храме он за алтарем. В церкви османы разрешали строить не выше турецкого всадника. Как раз такой низенький и деревенский храм в Брезе, освященный в честь покровительницы деревни Проскевы Пятницы. Если доехать до болгарской горной деревушки в ближайшее время не получится, попробуйте отыскать икону в московском дворике. Храм Проскевы Пятницы находился вот на этом месте. В 1943 году здесь построили вестибюль станции метро Новокузнецкая. Храм разрушили, название улицы сохранилось. Облик Замоскворечья год за годом меняется, но у этого района Москвы остается особая атмосфера. На Пятницкой можно бесконечно изучать московскую архитектуру разных периодов истории.
Здесь множество православных церквей, дом Демидова, палаты 17-18 веков, усадьбы и особняки. Кстати, вот про эту дверь я читала в интернете. Ее жильцы вот этого дома восстановили на собственные средства. Дальше узнаете, какая улица Москвы самая короткая и где в Златоглавой пасту готовят итальянцы, а фобо – вьетнамцы. А это район Хамовники, улица Тимура Фрунзе, названа в честь летчика, участника Второй мировой войны, героя Советского Союза и сына знаменитого революционера. Прежнее название улицы – Теплый переулок. В XVIII веке здесь располагались городские бани. А сейчас подошло время обеда, и меня как магнитом тянет на улицу Тимура Фрунзе. С названием здесь все понятно. Меня привлекает еда. В последнее время в Москве все популярнее становится такой формат едалин, когда на одной территории расположено несколько точек кафе и ресторанов. И ты можешь выбрать кухню, которую тебе хочется отведать именно сегодня. Китайскую, итальянскую, грузинскую, какую угодно. Причем готовят настолько вкусно, что я долго думала, стоит ли рассказывать об этом месте. Народу там сейчас и так достаточно много. Я нашла здесь для себя ресторанчик с отличной итальянской пастой. Готовит ее настоящий итальянец. В будни на улицу Фрунзе стекается офисный планктон со всех расположенных рядом бизнес-центров. У итальянцев заказывают пасту болоньезе и карбонара, у испанцев – паэлью, у вьетнамцев – суп фобо на говяжьем бульоне. Московские кафе и рестораны большими порциями раньше не радовали. Но ит-маркеты и фудкорты стали тем местом, где можно сытно пообедать и продолжить прогулку по Москве. Это приметное здание – доходный дом. Он построен в 1889 году. Здесь располагались квартиры, склады и даже водочный завод. В 1913 году открылся один из первых в стране кинотеатров. А сейчас я нахожусь на улице, которая называется Ленивка. Она расположена между Волхонкой и Причистинской набережной. Долгое время именно эта улица считалась самой короткой в Москве. Длина улицы всего 160 метров, но она уступила свое звание самой короткой. Теперь его носит улица Венецианова в районе Сокол, та на 112 метров короче. Вот с этой точки особенно хорошо видно, что Ленивка – это всего 3 дома по четной стороне. Это доходный дом купцов Лобачевых, начала 20 века, и сегодня здесь находятся жилые квартиры, внизу кафе и продуктовые магазинчики. На Ленивке построили доходные дома. Здесь жил архитектор Щекотов, военачальник Шапошников, наследники Хлудова, купца и коллекционера картин. Честно говоря, сегодня Ленивка – это сплошные бесконечные пробки. Здесь находится рядом храм Христа Спасителя, Пушкинский музей, и бесконечно по Ленивке едут экскурсионные автобусы. И, наконец, главная тайна, как же произошло название улицы Ленивка. Есть 2 версии. Первая из них гласит, что еще в конце 17 века здесь располагался ленивый торжок. Это такой рынок, где продавали прямо с телег без каких-либо прилавков. И вторая версия гласит, что когда-то здесь протекала речка Ленивка, она впадала в Москву-реку. Течение ее было очень медленным, и в народе ее так и прозвали Ленивка. Но, скорее всего, и речку называли Ленивкой тоже из-за того, что здесь, на ее берегу, находился тот самый рынок. Когда-то Ленивка выходила на большой каменный мост, но в 30-е годы прошлого столетия был построен новый мост у Боровицких площади. Рядом с Ленивкой с одной стороны Кремль, с другой – храм Христа Спасителя.
Туда туристы идут в первую очередь. Мимо ленивки обычно проходят быстрым шагом. А зря, здесь тоже есть на что посмотреть. Если хотите узнать о Пятницкой ленивке еще больше, загляните в описание под видео, там много интересной информации. Друзья, пишите в комментариях, какие районы Москвы хотите увидеть. Вместе прогуляемся по паркам и скверам, улицам и переулкам, узнаем их историю. Всем пока-пока!